Более 6 лет назад на моем канале вышел ролик с максимально возможным уроном в третьем Ведьмаке на тот момент. Тогда я еще был новичком в билдостроении и чувствовал себя словно сейчас после обновления. Непонятно, что как работает и что вообще работает. Не все умения были изучены, не все возможности раскрыты. Однако даже на тот момент я смог нанести практически 300 тысяч урона всего за один удар. Билд был до безобразия прост. Мутация эйфория, 2 навыка для ее работы и синергия. Кстати, видите, какими тогда были мутагены. Далее 10 красных навыков с акцентом на разрыв, техники кота и контроль метаболизма из золотых. Супербаза, как мы ее сейчас называем. Снаряжение комбинированное. Верх и боты Мантикоры, штаны Новолуния и перчи Нильфгарда. У них самые лучшие показатели по прибавке урона. Зачарование, конечно же, на легкость. Для максимизации урона мы бьем монстров, так как у серебряного клинка высшая атака. И, конечно, полностью прокачанный, заряженный на 10 и зачарованный на воодушевление Арандит. По отварам водяная баба и Экима, чтобы ее поддерживать. Естественно, доплер, который увеличивает урон в спину. И суккуб, дающий постоянный прирост атаки. Из эликсиров, в принципе, только гром можно. Далее максимизируем все, что можно. Например, точим меч, находим слабейших утопцев, замораживаем их северным ветром и бьем по хребту. Вот это и будет ваш максимальный урон. После выхода ролика многие проверяли его на работоспособность и показывали свои варианты. У кого-то не получалось нанести даже 200 тысяч, тогда как кто-то смог выдавать более 300. Другие же использовали баги с мутациями и ячейками, и думали, я этого якобы не замечу. Но с тех пор прошло много времени, считаю, что 6 лет, и несколько патчей. Одни пофиксили баги, другие чуть-чуть ослабили эйфорию, третьи изменили иконку мутаций. Однако до выхода текущего обновления этот билд мог без проблем наносить все тот же примерно урон, что и раньше. Да и именно на его основе я в дальнейшем создавал свои сильнейшие билды мечника, мастера бесконечного вихря и ультимативный разрыв. Эх, было же время! Именно такой быстрый, сильный и непобедимый ведьмак олицетворял весь свой вид мутантов, внушая страх в кметов, разбойников и даже драконов. А кстати, вы ведь знали, что ведьмаков создали не из лучших побуждений? Чародеи изучали тайны магии и вроде бы стремились сделать жизнь людей лучше, но чаще призывали демонов и монстров. И вот чтобы подчищать грязное бельишко там, где чародеи бессильны, и были созданы ведьмаки. Какой-то неидеальный мир получается, прям как в Atomic Heart. Atomic Heart это тоже игра, но не на фэнтезийном континенте, а в альтернативном Советском Союзе, где после победы во Второй мировой Советы сделали акцент на работостроении и развитии искусственного интеллекта. Роботы помогают в быту, строят совершенные города и покоряют стихии. Но какова цена такого идеала? Обезумевшие машины, мутанты и лабораторные твари. Где-то я это уже слышал. Мы агент с особым заданием, и чтобы достигнуть цели и узнать все секреты, придется пройти сквозь научные полигоны и секретные лаборатории, где безумные ученые создавали свои гигантские машины и экспериментировали с кровожадными существами. Каждый такой противник станет прямой дорожкой на тот свет. Так что придется попотеть, чтобы выжить. Благо, разорвать на куски любого, кто встанет на пути, поможет огнестрельное ближнее оружие, тяжелое вооружение массового уничтожения, особые возможности технологической перчатки и буквально все, что попадется под руку. Это выглядит впечатляюще. Atomic Heart высококачественный, суперреалистичный ролевой боевик с открытым миром, интересными тайнами, кастомизацией оружия и множеством врагов, которых нужно убрать со своего пути. А чтобы погрузиться в этот мир первым, переходи по ссылке в описании на площадку VK Play, где игра представлена эксклюзивно, и сделай свой предзаказ уже сейчас. Кажется, самое время рассказать вам одну историю. Привет, ковбои! Время тех самых ведьмаков-суперзвезд с ультимативными билдами, казалось бы, прошло, и мы остались наедине с Next Gen обновлением, которое более не хочет, чтобы мы наносили настолько высокий урон и внушали страх в противника лишь своим видом. Но так ли это на самом деле? Действительно ли время таких больших цифр прошло, и все, что нам остается, это наслаждаться комфортной игрой и универсальными билдами в условиях ослабленной эйфории, нерабочих отваров и прочих ограничений? Спойлер, это не так, ведь мне удалось нанести куда более высокий урон, чем раньше, но дабы не рушить повествование, я вам расскажу весь свой путь, шаг за шагом, к урону, который оказался более чем в 2 раза выше, чем тот, что был ранее. Ведь мое имя Эвойс Ребус. Это просто канал об играх, и для начала не забудьте подписаться на мою телегу. Там про этот
факт билда и его потенциал узнали куда раньше. А еще я публикую всякие новости, уведомления о стримах, веселые картинки и крутые арты. А также есть веселый чат, где можно пообщаться с единомышленниками и, возможно, найти себе свою собственную чародейку. Так что подписывайтесь. А если этого недостаточно и хотите еще поддержать меня, то в описании есть ссылка на Boosty. Там ролики выходят без рекламы и раньше Ютуба. Или можно просто разовым донатом. Все ссылки есть в описании. Спасибо всем, кто поддерживает меня, очень вам благодарен. И да, кому интересно, что с рукой. Была сильная травма и целый ворох диагнозов. Про застарелые травмы, растяжение, жидкость, воспаление, смещение, увеличение и всякое такое. Но жить буду, не волнуйтесь. Руку гипсовать пока что не будут. Сейчас только я 2-3 недели в жестком бандаже с полной фиксацией, с мазями и таблетками. Ну а там как получится. Если все норм, то будем считать, что я легко отделался. Ладно, с этим мы определились, а значит можно возвращаться к ролику. Начнем мы с одной очень простой мысли. Все, что нам нужно, это максимизировать урон. Нам не интересно удобство, защита, знаки или что-то еще. Только атака, причем тяжелая атака разрыва. Это, я думаю, понятно. За основу возьмем билд мастера меча из прошлого ролика. Я почему-то в конце этого ролика забыл подчеркнуть, что несмотря на ослабление множества целевых навыков, пересобранный билд сильнейшего мечника оказался куда круче, чем был. И на видео видно, с какой легкостью монстры падают на колени перед мастером. Если не смотрели, обязательно посмотрите, в нем много информации о том, что изменилось, что теперь не работает и как заставить этот билд работать вновь. Однако из билда сильнейшего мечника мы вырежем все, что касается вечного алхимика, который обеспечивает бесконечное использование эликсиров, вихря и беспрерывных знаков. Это, конечно, очень удобная фича, но реального урона не приносит, только удобства, так что избавляемся. Если вдруг не знаете, о чем я говорю, то ролик назад разбирал схему читерного алхимика, максимально подробный во всех тонкостях, так что дерзайте. Ну а нам нужно сконцентрироваться на уроне. Шаг первый. Выбираем меч. Лучший серебряный меч в игре — это безоговорочно арандит. Никакие тесты для этого не нужны. Но вопрос в том, какое зачарование лучше на него поставить. Самый простой вариант — это просто добавить атаки. Стабильно, ничего не требует, неплохая прибавка, но слабовато. Простые атаки были до 10 тысяч урона. Вариант с воодушевлением звучит интереснее, так как дает до 50% прироста атаки, правда в зависимости от восстановления здоровья. И простые атаки наносят тут уже до 12 тысяч урона. Не такая большая прибавка, как хотелось бы, но все же лучше, чем просто урон. Последний вариант меня удивил. Наполнение, которое позволяет нанести на клинок силу знака, в нашем случае игния, и тем самым увеличить его урон. Удивило меня это потому, что урон под наполнением вырос до 20 тысяч. Проверяем с разрывом, воодушевление под рогом изобилия, лакомка и ласточка бьет под 120 тысяч урона, а наполнение более 120 тысяч. Интересно, в билде на 300 тысяч урона 6 лет назад наполнение показывало себя хуже. И дело было в том, что воодушевление усиливает процент дополнительного урона, и чем выше базовый, тем выше прибавка, тогда как наполнение давало какой-то базовый бонус. Так что в любом случае будем проверять оба. Шаг второй. Нужно выбрать броню. Штаны точно новолуния, как и перчатки Нильфгарда. Их бонусы к силе крита куда выше, чем у любой иной брони, так что ставим не задумываясь. А вот дальше интереснее. Верх и ботинки ранее были заняты мантикорой, так как она давала и крит урон, и емкость эйфории. Сейчас бонус к эйфории сильно порезали, так что можно попробовать заменить на кота. Результат очевиден, так как ранее мантикора была лишь чуточку лучше кота, с ее ослаблением оба варианта позволяют наносить одинаковый урон. Но кто смотрел мой прошлый ролик внимательно, тот знает, что доспех кота лучше доспеха мантикоры, а вот сапоги мантикоры лучше сапог кота. Поэтому тусуем их, меняем и получаем урон уже выше 2000. Впрочем, у этого сборного сета есть минус, по крайней мере сейчас на моем сейве, где не полностью пройдена сюжетка. Даже при добавлении умения контроль метаболизма я не могу использовать одновременно 4 отвара и гром сверху, потому что не хватает интоксикации. Только если вместо обычного отвара взять велохвоста, который стоит 40 единиц, или использовать менее емкие эликсиры на 20 единиц. Это важный нюанс, так что запомните его. Да, и пока мы тут, еще одна мини-проверка. Зачарование на легкость или все-таки тяжелость? Легкость дает крит урон всем атакам, тогда как тяжесть целенаправленно увеличивает урон тяжелыми атаками. Быстрые тесты показали, что легкость дает более высокий прирост. Впрочем, я это и так знал, просто проверял на всякий случай.
И последний, третий шаг предварительных тестов – отвары. Виверна и Суккуб дают прирост к силе атаки. Первый за продолжительность боя, второй за количество нанесенных ударов. Максимальный бонус у обоих одинаковый и примерно равен 30%. Сравнивал я с Грозой, которая дает чуть более высокую прибавку в 35%. А вот водная баба дает бонус поменьше. Однако это вновь без всех бафов и с низкой атакой. Так что, как и в случае с воодушевлением, чем будет выше урон, тем выше будет и прибавка. И в целом она все так же хороша. Кстати, аналогично работает и Доплер. Хотя лично я думал, что возможно на этот раз Виверна и Суккуб стали сильнее после патча. Но да ладно. Предварительные тесты на этом окончены. Снаряжение выбрано и погнали теперь полноценно тестировать урон. Заход первый. Мутация Кровавая Баня и максимальное количество красных навыков. Мутация при полной активации дает 250 к силе атаки, что теоретически больше, чем около 150% урона мечом от Эйфории. Кровавую Баню, конечно, легко потерять и тяжело получить максимальный бонус, но ради одного максимального удара можно и постараться. В дополнение возьмем синергию, чтобы усилить мутации, и техники Школы Кота. Оба навыка дают больше силы атаки и урона, чем просто красные навыки, запитанные красными мутагенами. Сет комбинированный на Коте. В руках Арандит на воодушевление. Так как интоксикация у нас не прокачана, можем использовать или 2 эликсира, или 1 отвар. На этот раз возьмем Гром и Ласточку, чтобы воодушевление на мече получило свой полный бонус. Не забываем заточить и починить меч, а также обязательно нанести на него соответствующее масло. Все, на этом мы должны получить свой максимальный урон. И результат действительно предвосхитил все мои ожидания. Почти 330 тысяч урона с первой же попытки. Это было мощно. Честно говоря, я до конца не верил, что смогу улучшить свой же показатель по максимальному урону, особенно после обновления. Но благодаря тому, что игру сбалансировали и порезали только читерные навыки, остальные стали работать лучше и позволили нанести больше урона для нового рекорда. Интереса ради, вместо Грома я поставил отвар Доплера, который по идее должен увеличивать еще сильнее крит урон в спину. И что логично, урон вырос еще больше. Почти 337 тысяч урона. Причем, если вы внимательно приглядитесь, Арандит заряжен не максимально. Но заметил я это уже сейчас, когда пишу сценарий и пересматриваю записи. Так что урон при полном заряде был бы еще выше. Получается все. План перевыполнен, урон увеличен, можем идти по домам. Но что-то черт меня дернул тестировать дальше. Берем предыдущий сетап, но 2 красных навыка меняем на повышенную сопротивляемость и приобретенную стойкость. Так как если смотреть на наши предварительные тесты, то отвары, особенно в сумме, дают больше прибавки урона, чем красные навыки с мутагенами. Поэтому активируем водяную бабу, Виверну и Доплера. Набиваем Кровавую Баню, замораживаем Утопца, чтобы точно попасть по хребту, и перед атакой используем Гром, как раз будет на границе превышения уровня интоксикации. В итоге урон 363 тысячи. Нереально. Почти на 100 тысяч больше, чем было 6 лет назад. И тут я подумал, если 3 отвара дают такой прирост, что будет, если использовать 4 отвара? Из-за низкого порога интоксикации приходится еще один красный навык заменить на золотой контроль метаболизма. И как я уже говорил, текущий сет нам не позволяет использовать 4 отвара и Гром, поэтому берем 3 части Мантикоры и оставляем перчатки Нильфгарда. Впрочем, на этом сейве у меня еще не выполнена сюжетка и не получены все рецепты, так что вам, возможно, удастся сохранить хотя бы штаны новолуния. Также из-за того, что воодушевление будет работать плохо из-за получаемого урона от интоксикации, я решил заменить Арандит на тот, что у меня с мутацией наполнения. Лучше хоть какой-то прирост урона, чем никакого вообще. Но результат меня при этом поразил. Как думаете, сколько урона я смог нанести? При первой попытке Арандит был заряжен всего на 9. Я опять профукал этот момент, и урон получился 442 тысячи. При этом во второй попытке, уже с полным заряженным Арандитом, урон вырос практически до 500 000, 500 тысяч урона. Я тут же поменял меч и попытался повторить это с воодушевлением, но цифры и близко были не такие, так что дело было явно в наполнении. Я, конечно, знал, что зачарования на знаки изменили и сделали более полезными, но чтобы настолько... И тут у меня уже взыгрался азарт. Я мгновенно переделал свой билд под классический на Эйфорию, нужно было понять, что дает больше прирост урона. Вместо Кровавой Бани, конечно же, Эйфория, тот же сет, только зеленые навыки теперь в доп. Ячейках, а красные запитаны мутагенами. И
556 тысяч урона. Как думаете, почему урон продолжает расти? Красные навыки, конечно, теперь запитаны мутагенами, но разница почти в 100% урона между эйфорией и кровавой баней так легко не преодолевается. А значит, или триггерится наполнение, или... Многие верно подметили, что я взял из алхимии еще один 4-й навык – охотничий инстинкт. До обновления он не работал и не наносил дополнительный урон. Однако сейчас, после того как обновление вышло, он стал работать. Однако для его активации нужна полная шкала адреналина, тогда как наполнение всегда забирают одну ячейку перед ударом. Значит, дело в том, что урон бафает конкретно наполнение. Я провел еще кое-какие тесты, несколько попыток и смог нанести максимально 600 тысяч урона, максимизировав эйфорию, починив в нужный момент клинок, ну и так далее. В зависимости от идеальности момента и, видимо, звезд в небе, мой урон колебался начиная от полумиллиона до 600 тысяч. И на тот момент я думал, что 600 тысяч это предел, так как даже повторить эту цифру я в итоге не смог, только около того постоянно выбивал, и то меньше. Также я на тот момент попробовал эту же самую сборку, но с арандитом на воодушевление. Результат хороший, почти под 400 тысяч урона стабильно, но если вам захочется повторить именно этот билд, но не с уроном по одному врагу одним ударом, а в целом ходить и лупить всех по 50-100 тысяч урона, то воодушевление вариант для вас, так как он работает более стабильно и... конечно же, чаще, чем один удар с наполнением. Кроме того, я протестировал базовую сборку с 3 отварами. Результат очевиден и урон проседает, хотя он все еще выше, чем с воодушевлением. После этого я взял небольшой перерыв, попил чаю и подумал, как еще можно усилить урон. И нашел 2 способа. Но перед тем, как их применить, последний раз тестирую идеальную попытку на арене в Тусенте, чтобы затем сходить в Белый Сад, на то самое место, где я ставил свой первый рекорд. И у меня получился идеальный заход. 610 тысяч. Самый максимальный урон за все попытки. Возьмем его за основу. Теперь отправляемся в Белый Сад. И для начала я хочу перекрасить броню в черный цвет. Ведь теперь Геральт с таким уроном сама смерть. Хотя в моем прошлом билде на максимальный урон цвет был белый. А еще заглядываем к месту силы и усиливаем наш Игни. Ведь если наполнение усиливает атаку за счет знака, то и мощь знака напрямую влияет на его урон. Повторяем все, что уже делали до этого несколько раз, и получаем 628 938 урона. Я знал это. Следующие попытки были уже не так идеальны, но в среднем урон все равно был выше, чем раньше. Такие цифры — это намного больше, чем я ожидал увидеть в принципе, так как не надеялся перевалить даже за 200 тысяч после выхода патча, который, казалось бы, был направлен на ослабление эйфории. Одно усиление в виде бонуса к Игни мы применили. Осталось еще одно, а точнее 3 возможности повысить урон. Наполнение при применении сжирает одну ячейку адреналина. Это одновременно уменьшает весь урон в целом, так как адреналин дает бонус к урону, заряженную атаку разрыва, которая недополучает одну ячейку во время заряда, и не дает работать бонусу охотничий инстинкт. А знаете, как все эти 3 элемента заставить работать одновременно? Эликсир лес Марибора, который как раз дает одну ячейку адреналина. Все, что нужно, чтобы использовать это усиление, это активировать гром немного заранее, а не перед ударом, так как его длительность выше, чем спадающая интоксикация. Дождаться, как только наберется 20 единиц интоксикации свободных, ударить Игни для того, чтобы сработало наше наполнение, и тут же использовать Марибор для восполнения ячейки адреналина. И только после этого замораживать противника и наносить удар. В итоге урон у меня получился 814 тысяч. У меня все. Больше выжать из Геральта урон вы не сможете. Точнее, я не знаю как. Конечно, есть более или менее удачные попытки. Точнее, если быть честным, моя первая попытка была примерно на 750 тысяч. Так что в целом максимальный урон в любом случае будет колебаться и может выходить как 800 тысяч, так и ниже, чем 700. Слишком много бонусов урона наслаиваются друг на друга под очень разными углами, и игра под это явно не рассчитана. Однако именно конкретных новых методов существенного прироста урона я не знаю. Но жду вашу аналитику, помощь и предложения в комментариях. Уверен, вместе мы сможем выйти и на 1 миллион урона. Хотя мне и в 800-то до сих пор не особо верится. Как обнова, направленная на ослабление, выравнивание и уничтожение ультимативных билдов, подарила нам более чем 3-кратное увеличение максимального урона. Понятное дело, что это сугубо бафы на один удар в экстремальных и абсолютно экспериментальных условиях. Однако те выводы, которые были сделаны в таких тестах, позволят весьма существенно усилить последующие билды мечников, пускай с уменьшением определенного удобства в их использовании.
Так что обнова мне определенно нравится. Она открывает огромные просторы для нового и актуального билдостроения. Например, каноничного билда Древнего Волка, или Волка, который играет от Кровотечения. Опять-таки переделанные знаки и зачарования для них. Так что жду не дождусь, когда смогу все это попробовать. И если вы не хотите это пропустить, то обязательно подписывайтесь на телегу. Там не только тизеры таких роликов, но и новости, истории, анонсы стримов и всякое интересное. Также, если вам интересен мой контент, прошу поддержать меня на Бусти, где я выкладываю ролики без рекламы и раньше Ютуба. Огромное спасибо всем Ведьмака-бустерам. Если видео понравилось и не хотите пропустить следующее, то ставьте лайк, оставляйте комментарий и обязательно подписывайтесь с колокольчиком. Не забудьте заглянуть в описание, там ссылка на приятное для вас и для меня. На этом все. С вами был A Voice Rebus и увидимся в следующем видео.